Охота на мужчин в Москве. Я всего полгода живу в Москве и только недавно узнала, что девчонки устраивают целые стратегии, чтобы познакомиться с богатыми и обеспеченными мужчинами. Так что присаживайтесь поудобнее, за что купила, то и продаю. Сейчас я все выдам. Все, что я узнала. Например, сейчас проходил известный всем чемпионат мира по футболу, и я узнала, что девушки специально приходили большими компаниями и бронировали большие столики в бары и в рестораны, где шли трансляции. Мужчин приходит очень много, свободных столов практически нет, и они вынуждены подсаживаться к девчонкам. Соответственно, так по ходу знакомятся и завязывается разговор. Вторая стратегия. Оказывается, многие специально ходят завтракать в такие известные сетки, как кофемания. Как завтракать? Чай заказывают, поскольку туда ходят утром разные бизнесмены и предприниматели. Мне рассказали, что сейчас не сидят в телефонах, а специально приходят туда с книжкой или с планшетом и слушают какую-то лекцию и записывают что-то в блокнот. Потому что так создается впечатление, что девушка умная, интересная и не залипает в гаджетах. И шансов, что к ней подойдут познакомиться, гораздо больше. Еще я узнала, что есть сейчас специально разные женские чаты, где девчонки заранее ищут себе компанию пойти в тот или иной ресторан, и приходят туда они, естественно, нафуфыренные, с макияжем, с укладкой и фоткаются. Преподносится это как хочет ли кто-то составить компанию, мне пойти поснимать контент в ресторан. Как мы все понимаем, ходят они туда заодно и познакомиться с каким-нибудь мужчиной. Похоже, что сайты знакомств – это уже прошлый век, у нас эра современных технологий, так что берите на заметку и отправляйте своей подружке. А вы вообще знали про такие схемы? Да не-не-не, прошлый век – это как раз-таки сайты знакомства не прошлый век, а вот это ничего нового в этом нет. По-моему, и раньше разной такой фигней занимались, пытались выискивать. А кто вообще сказал всем тем, которые типа вот так вот охотятся, женским особам, что просто у нас настолько дофига богатейших мужчин, что прям вот на всех хватит? Нет же ж. На самом деле нет. У нас на самом деле по статистике процент тех, кто даже зарабатывает там условно от 500, от 400, это буквально 7-8% на всю Россию. А у нас девушки, женщины хотят, я не знаю сколько процентов такого себе желательно, а то и выше, как они там тут кричат на видео. Так они даже не 500 хотят, они там миллионы хотят какие-то. Мало ли, хотеть не вредно, да, их дело. Короче, а так... Схемы такие себе, я представляю. Так что берите, мужчины, на заметку, что если подобные схемы применяются, то, скорее всего, там какая-то фигня полная, вот так вот замаскированное якобы знакомство. И с другой стороны, как она говорит, вот они прикидываются то теми, кем они не являются, чтобы просто якобы на удочку поймать. То есть сразу уже демку играют непонятную, а потом, опа, сюрприз, а я вообще не такая, я не читаю на самом деле книги или что-то такое. То есть... Я сейчас такая охеревшая, а потом лет через 5 будет, знаешь как, статус «на фоне неба голубого ждала она уже любого». Скорее всего, даже через 5 лет будет и это будет, и еще плюс 40 кошек, котов, которых она будет любить и кормить, и с ними обниматься. Мужчины, в каком же неприятном мире вы живете? Я впервые вывезла за границу маму и 2 племянников. Единственный платежеспособный человек в этой компании – я. Еще эти маленькие люди все время что-то хотят. То пить, то есть, то мороженое. Да, это даже не та история, когда тебе чисто ради приличия говорят о том, что я тебе скину на карту попозже. Самое неприятное в этой истории, то что это все воспринимается как должное. Если бы хотя бы после этого всего ко мне обращались: «О, великий, добрейший, милейший человек», нет же, к тебе отношение вообще никак не меняется. Они не думают о том, сколько осталось денег. Просто проживают свою лучшую жизнь. Как вы, мужчины, живете еще всю жизнь в таком состоянии? Это же вечный стресс. Это же вечный стресс того, что ты сидишь и думаешь: блин, а мне еще хватит денег или не хватит? Просто, понимаете, мы, женщины, не знаем об этом, мы просто живем, это... У мужа откуда-то появляются деньги, потому как-то все это оплачивается. Вы в таком состоянии пребываете, получается, всегда. Я-то, понимаете, через 6 дней вернусь домой к мужу, и, все вернется. Вы нет. Вы не знаю, живите дальше с этим. Либо сделайте что-нибудь. Так мы, в целом и живем на спокойниках и тратим на себя любимых. Не на жену и даже не на какую-то девушку-женщину. По крайней мере, на данный момент у меня вот так вот. И это уже не один день так. Уже сколько? 1.5 года, наверное. И окей. А так, да, вот осознала чуть-чуть, да. И то. Так она ж приехала, говорит, платежеспособная только она. Так получается, это ж муж дал деньги. Если она приедет, говорит, к мужу,
и все, вернется к нему, он будет ее там обеспечивать, скажем, так как и обеспечивал. То есть она, получается, у него взяла деньги, и она расплачивалась его деньгами. Так в чем тут тогда чувство, что вот с нее тянули деньги, и она такая: офигеть, мне даже никто не возвращается, меня такое тянут, и даже никто не понимает, откуда они берутся и сколько их осталось. Вот так если она приехала за мужа деньги, а она, скорее всего, значит, не работает, то, блин, ну, такое себе ощущение. Это ладно бы, если бы она сама еще впахивала, зарабатывала жестко, понимала, уставшая там приходила, ну, допустим, и прям отлично свои бы тратила на этих племенников и на мать, ну, тогда бы, да, она, наверное, ощутила бы. Когда тратить вот так вот на других людей, не только на себя любимую. Ну, наверное. А в данном случае это же, скорее всего, мужа деньги. Вот объясните мне, что такое меркантильность? Меркантильная женщина. Я вот сколько живу, у меня уже 3-4 года, я до сих пор не могу понять, что это значит. Если вы говорите о вот этих малолетках, которые разводят, да, мужчин на деньги, и им важно только вот обогатиться за чей-то счет, так выбирайте нормальных женщин. Мне кажется, умную женщину видно сразу. Она не будет так себя вести. Зачем вы ведетесь на внешность вот этих вот малолетних девушек, у которых видно у них глаза в разные стороны, у которых просто вот как мистер Крабс: деньги, деньги, деньги. Почему вы не выбираете действительно мудрых и умных женщин? Тут дело, вот мне интересно, дело во внешности, да, то есть как бы женщина помладше, она как бы более презентабельна, да, молодая там и прочее. А потом жалуетесь на то, что вот женщины меркантильные. Вы знаете, я вот сколько живу за свой век, я в жизни не была меркантильной. Я всегда даже карточку свою сую. Мне не надо даже говорить о том, что там счет какой-то пополамный и прочее. Я всегда буду совать свою карточку. Ну, так-то, если не шутит насчет концовочки, что она везде сует свою карту и не требует, ну, по крайней мере, она такой жест сделает, а там уже мужчина захочет, закроет счет за двоих. Если нет, нет. Ну, а насчет того, что только молодые меркантильные, а другие нет, да ну это же бред. Блин, сколько видео гуляет и ее возраста, и 40-летних, и чуть ли не 50-летних женщин, которые ровно так же какого-то богатого, какого-то при деньгах. Ну, то есть вот это вот проявляет свою меркантильность сразу. То есть ей уже автоматически важен не человек. Да, я же говорю, я понимаю, что деньги на базовые потребности должны быть, но они же говорят не о базовых потребностях. Они говорят уже о своих желаниях, там, то свози меня в Турцию, то, не знаю, на Бали, то еще куда-нибудь. То есть вот эти вот именно, то есть это уже роскошь, это не базовые потребности, и это никто не обязан закрывать. И это не показатель мужчины, если какой-то решится так сделать. Это просто подобрать икром недешевный, но это не обязанность. Ну, в общем, а так она сказала лично за себя. Да, если она действительно такая по жизни, ну да, вообще отлично, это хорошо. Да, что она не меркантильная, если действительно все так, если она там не шутит на камеру. Но это дело не в молодых, это просто зависит уже от человека, видимо, ну, от тех, кто там более такой вот, если они Инстаграма пересмотрят, в голове у себя проработаются и начинают вот такой вот заниматься там фигней меркантильности, дела. Никогда такого не было, и вот опять. Сегодня мой день рождения, не на яхте, не в какой-то крутой компании или в ресторане, в отеле. Мой пол. И все остальное. Потому что у меня совершенно нет энергии на все это празднование. Я больше вам скажу. Даже ничего не хочу. Такое уже было у меня в 21 году в Брянске. И вот спустя 5 лет повторилось. Ну, бывает. Так а нам что предлагаешь с данной информацией делать? Ну, бывает, как она в конце сказала. Бывает, согласен. Бывает, да, бывает. И я думаю, мужчин такое, что у тебя такое психологическое состояние после каких-то событий, что ты не хочешь. Ну, допустим, просто вот праздновать свою днюху. Да, реально, не хочешь. Не хочешь там куда-то идти, куда планировал. Ну, мы не говорим, кроме, конечно, работы. Там какие-то обязательные вещи, понятно, ты даже через «не хочу» делаешь, потому что это тебя как бы кормит, если мы говорим о заработке финансов. Там уже хочешь, не хочешь, встаешь, делаешь. Иначе потом кто кормить будет. Ну, а так, бывает, да. Девчонки, ну все это терпеть. Помните времена, как мы с вами ходили в ночные клубы и на дискотеки? Правильно, без денег. И через 5 минут на столе уже было шампанское, мартини и тот самый ананас с бенгальскими огнями. А сейчас мужчины предлагают закрыть счет 50 на 50. Да ладно бы только это. Если ты заказала вино, стейк,
бифстроганов, все, в голове вот тут включается калькулятор. Я могу рассчитывать на какое-то продолжение. Серьезно? Макияж, волосы, наряд, такси на это сраное свидание стоит дороже, чем стейк. И если вы, мужчины, думаете, что как не переплатить на этом первом свидании, сидите, пожалуйста, дома. Или возьмите, наконец, на себя ответственность. Да что ж вы, блин, достали со своей ответственностью? В каждую задницу сразу, да, пихают. Ответственность, возьмите ответственность. И опять же, если спросить у каждой, что для тебя значит, чтобы мужчина взял ответственность, я уверен, каждая скажет какую-то свою разную абсолютно версию. Кто-то скажет вот такую версию. Возьмите ответственность, это значит закрой за меня счет. Потому что я тебе никто, но просто потому что я там нафуфырилась. Так ты нафуфыриваешься, ты такая каждый день. Ты что, будешь каждый свое вложение в себя считать? Это как все равно, что продавать машину и считать все вложения за время владения. Вплоть до того, что сколько ты денег потратил на заправку бензина. Это типа подобие как будто бы такая аллегория, логика. Потому что что она несет? Волосы, там какие-то там макияжи, всякая фигня. Так ты и так каждый день так ходишь. Ты и так это из месяца в месяц поддерживаешь лично для себя, не для мужчин. Вы все это делаете для себя. Все эти какие-то там непонятные губы там. Ну, чаще всего они еще между собой соревнуются. Там увидела у одной наряд, постарается себе купить такое же. Прорекламировали какую-нибудь косметическую фигню, она бежит себе сделать такую же. Просто потому, что это модно, прикольно и так далее. Ну, есть такое у них в голове. Не у всех, там, понятное дело, тоже зависит от человека. Но тем не менее. Ну а так, блин, забодались своим бредом вот этим вот. И про то, что она говорит и раньше, ты мог прийти вообще без денег и тебя там оближут. Так это же дурачки какие-то были, которые вас облизывали. Просто дурачки. И они, естественно, вас облизывали, они рассчитывали на продолжение. Никто просто так никогда там не облизывал. Я уверен, что я, понятно, не родился там прям офигеть какой древний СССР, хотя она не про древний СССР говорит, она говорит про более, может, 2000-е, не знаю, конец 90-х, что-нибудь такое она говорит, я не знаю, что она имеет в виду, какие года, без понятия. Ну, в общем, в ее жизни, наверное, такое, не, у нее не было, скорее всего, потому что она говорит раньше, скорее всего, не за себя. Ну, в общем, да просто потому, что я же говорю, сейчас-то нафиг никому не надо. Потому что вкладываться, вот, допустим, хожу я условно, стабильно раз в неделю на свидание. Ну, допустим, и у меня что-то там пока что не получается. И я на каждую, офигеть там, да, должен вытрачиваться на стейки, на вино, то есть на дорогое. Потому что адекватные, когда оба адекватные встречаются, первое свидание не все понимают, это просто тупо знакомство. Ты не пожрать пришел, не набить себе пузо стейком или что-то такое. Мы пришли познакомиться. То есть в идеале вообще просто кофе попили, не знаю, с каким-нибудь пирожным, да и все, просто вот, чтобы ну, как бы в кафе или где-то в ресторанах, по-моему, просто так особо нельзя сидеть, не знаю, я особо не ходок по ресторанам, по кафе, но чтобы не просто смотреть друг на друга, но просто хотя бы чай, кофе вы попили, там, я не знаю, каким пирожным. Ну, а потом уже, если вдруг стали парой, ну, тогда уже это другой вопрос. Ты в какие-то отношения свои вкладываешься постоянные, а так офигеть можно вкладываться. Блин, это, естественно, в таком случае дешевле путана выйдет, чем в каждую вкладываться, с которой ты что-то там пытаешься, даже если ты пытаешься просто ее склеить в кровать. Хочется мне вот обсудить с вами одну интересную штуку. Мне 37 лет, и я все время хотела какого-нибудь мужика, богатого, который увлекается спортом, и там был 1001 пункт. И вдруг я тут в Threads пишу очередной пост со своими пунктами и начинаю осознавать, что если из этого всего большого поста с пунктами убрать слово «мужик», получится то, что я хочу. То есть то, что я хочу и не делаю, например. То есть вместо того, чтобы внутри разместить опоры, которые помогли бы мне выстроить жизнь, которую я хочу, я зачем-то их возлагаю на какого-то там абстрактного мужика. И я подумала, какая классная ловушка психики. Мы то, что нам очень хочется, и то, что страшно, вот так вот переносим эту опору во внешнюю. Ну, якобы это как-то случится, просто для этого ничего не надо делать. Снимаем с себя ответственность, и получается, что вот какой-то там мужик нужен. А по факту мужчина нужен для любви, для детей, для семьи. У него тоже могут быть критерии. Но если отделить, очень многие желания окажутся нашими собственными.
Вот такая интересная заметочка, девчонки. Что думаете? Ого, действительно, что ли? Это, оказывается, ваши личные желания, а не желания там мужчин и вас там развлекать, обслуживать и так далее. Оказывается, так оно и есть, а мужчина для детей, для любви, там, для вот этой вот взаимной всей, ну, в общем, да, заботы и так далее, внимание, оказывается, для этого, что ли? Ну, если она это подтверждает. Офигеть, она додумалась, наконец-то, да, пришла к такому правильному выводу, но вообще не факт, что она ему будет следовать. Я поняла о том, что мне никто не нужен. Я искренне хочу отношений, я хочу семью, но я уже настолько разочарована, что мне просто на всех. Раньше я что-то реально страдала, переживала, убивалась. Сейчас еще одно разочарование. Я уже смирилась, что надо мной, видимо, ставят эксперименты, за жизнь может пережить человек, и даже если появляется человек, который мне искренне кажется, что он мне нравится, что я влюблена, а потом он исчезает или вытворяет, я даже не особо грущу, максимум один вечерок. Я поняла, что я даже бывшего никогда не любила. Я просто последние несколько лет придумываю себе чувства от скуки. И искренне не понимаю, да и не верю, что влюбиться искренне и взаимно это вообще сейчас еще возможно. Ну и нам что теперь делать с этой информацией? Ну и сиди, ты же вначале сказала, что тебе никто не нужен. Я там расстроилась, вот такие мне попадаются. Ну как всегда я говорю, да блин, ты таких притягиваешь. Но люди таких притягивают просто. Ну, понять, что, да, как бы, ну вот такая ситуация, в общем, сети одна, такая вот чисто быдлятина, мат-перемат. Да и все, нам не холодно, не жарко. Через 2 дня после одного из лучших первых свиданий в моей жизни я получила одно сообщение, но сначала сама история. Мы познакомились с мужчиной на сайте знакомств. Первые дни мы просто переписывались, и диалог был очень живой. Мы отправляли друг другу кружочки, голосовые сообщения, много шутили, рассказывали какие-то истории. И мне стало любопытно, будет ли вживую настолько легко, как в переписке. Он пригласил меня на свидание и предложил 2 варианта. Первый – просто ужин в ресторане с бокалом шампанского, и второй – выставка современного искусства, вечерний променад и ужин в ресторане, который мы выберем вместе. Конечно же, я выбрала второй вариант. И дальше произошло то, что, я думаю, многие девушки назвали бы идеальным свиданием. Мы сначала пошли на выставку, и было очень интересно. Потом прогулка в парке, потом мы продолжили вечер в ресторане, и все это время не было каких-то неловких пауз. Мы разговаривали обо всем подряд. И мне давно, на самом деле, не было настолько легко и комфортно рядом с человеком. В какой-то момент нас сфотографировал уличный фотограф, и когда он узнал, что это наше первое свидание, даже он удивился, потому что, выглядело это совсем по-другому. А мы еще потом обсуждали, как трогательно, что есть фотографии с нашей самой первой встречи, которые можно будет потом показывать. В общем, вечер был, просто изумительный. Потом мужчина вызвал мне такси домой, немножко попереписывались перед сном. На следующий день у нас продолжился разговор в такой же очень легкой манере, то есть все было нормально. А еще через день мне мужчина написал сообщение: пожалуйста, у нас ничего не получится, я сейчас не готов к отношениям. И только через несколько дней я поняла, что сейчас смотрю на то свидание совсем по-другому. И мне кажется, что таких историй очень много. И если у вас тоже были такие ситуации, когда свидание, или это может быть несколько свиданий, все кажется просто идеально, идеальный матч, с человеком легко, комфортно, классно, кажется, что вы друг другу подходите, много общих тем, а потом резко раз, и все меняется. Вот если у вас было что-то такое, расскажите свои истории в комментариях, мне будет очень интересно почитать. А я в следующем рилсе расскажу, какая одна фраза заставила меня полностью изменить свой взгляд на эту историю. Ну да, это, наверное, для нее казалось идеальное свидание, а для него вовсе и нет. То, что он с ней общался, так как она сказала, легко, и да вообще, в общем, это же не значит, что действительно все там совпадало. Ну, она просто витала, наверное, там в розовых очках, уже в чувствах вся была, наверное. Ну и чего она удивляется? Ну да, вот прошел там день-два, и все, он сказал, мы не подходим. Зато честно, нежели он бы пудрил ей мозги. Ну и тоже, да, так паренек потратился, там какая-то выставка, какой-то там прогулка, ресторан. Это ж вот так вот за один день, за один вечер неплохо надо отслюнявить, и потом сказать, да нафиг надо. Ну, для него это, наверное, окей. Просто я знаю, что есть мужчины, для которых это окей. Они прям закладывают на месяц условный бюджет для поиска, допустим, будущей жены там и так далее. Потому что, понимаю, ну, я тоже понимаю, что если заниматься этим вопросом, это реально тоже мероприятие такое, что на него надо откладывать деньги. То есть это не бесплатное мероприятие. Поиск себе партнера, да, там, жены будущей, это не бесплатная история. То есть не получится бесплатно. Даже если у тебя, своя
машина там, и ты даже где-нибудь, если чебуреков поедешь покушать на первой встрече, да, в любом случае ты потратишься. Ты потратишься как минимум на бензин, пока доедешь, да, пока там купишь этих чебуреков, не знаю, какого-нибудь кофе или чего-то еще, ты в любом случае потратишься. Просто не так много, как этот, допустим, паренек там на ресторан, на выставке, на всякую фигню, просто чуть меньше будет чек. Но в любом случае ты тратишься на эти мероприятия, минимально, но тратишься. Ну, короче, а так, да, и с нашей же стороны такое бывает, у мужчин, что мы общаемся, и потом нам тоже пишут, извини, там, это хорошо, что если пишут сразу, действительно, через день, через два, извини, все, мы там, не подходим друг к другу, ничего такого, все, как бы, взрослые должны понимать, да, там, никакого негатива, и это хорошо, и такое же бывает тоже сплошь и рядом, а ей, походу, так нечасто, наверное, отказывали, что она это как преподносит, как будто бы ее это зацепило, ну, или просто она просто контент так на эмоциях записала. 8 лет я уже одна, я в разводе, у меня есть ребенок, дочка, и 7 лет из этих 8 я думала, что прилетит вдруг волшебник на голубом вертолете и спасет меня. Не то, чтобы я ничего не делала, я, естественно, развивалась, я росла, ну, не вширь, а вглубь. Но в голове я постоянно держала, что когда он войдет в мою жизнь, все изменится, и вот тогда заживем. И так происходило год за годом. И вот что я поняла за этот промежуток времени, хочу рассказать свои инсайты. Точнее, даже не инсайты, мне бесит это слово инсайты. Я хочу рассказать свои фишки, которые я получила за вот это время одиночества в моей жизни. Первое и самое основное, я научилась останавливаться и наблюдать. Называется это созидание. В теории я знала, что такое созидание, но на практике у меня никогда не получалось. Второе, я узнала очень много о себе. О своих мечтах, о своих планах, о своих желаниях. Я доставала просто клешнями. Я вам серьезно говорю. Просто клешнями. Мне пришлось прям пахать в этом направлении, чтобы что-то понять о себе. Третье, я достала из себя творчество. Очень много творчества. Оказалось, что я очень творческий человек, и у меня очень много чего получается. Я стала намного увереннее. Прям факт. И сейчас будет банальное, но без этого, извините, никуда. Четвертое, я взяла на себя ответственность за себя и за свою жизнь, за свое счастье. И сейчас будет пятый, самый важный пункт из этого всего сказанного. Я перестала бояться быть одной. Я принимаю теперь оба варианта. Что я встречу родственную душу и что не встречу ее. И в первом, и во втором варианте у меня есть я. И это я больше никуда не исчезнет, оно не испарится. Этап одиночества, или по-другому очень такое пышное слово, монада, это очень важный и главный этап в жизни любого человека. Это не страшно, это просто жизненно необходимо. И эту монаду можно пройти абсолютно в любом возрасте. Можно пройти этот путь в одиночку, а можно с помощью другого человека. Я Ксения, психолог, работаю с метафорическими картами. Это очень классный инструмент для работы с подсознанием. Приходи, мы начнем хотя бы светить фонарем на эту проблему. А дальше разберемся. Мы не будем ждать, что нас спасут. Мы будем учиться находить ресурсы и потенциал в себе, чтобы жить свою счастливую жизнь. Если вдруг он прилетит, то мы готовы во всеоружие. Короче, ясно. Все стало ясно на том, как она сказала, что она психолог. Все ясно. А то я хотел сказать, что она просто проработанная после психологинь. Потому что чувствуются сразу нотки проработанности. А она, кажется, сама вообще в целом психолог. Не знаю, насколько квалифицирована. А так она говорит, не чувствую одиночества, вот я там с ребенком. Блин, ну они ж в комментариях сейчас, я заметил, такая какая-то новая фишка, они пишут, это оберег от дурачков, типа, от дебилов, типа. Вот мой ребенок, это оберег от дурачков, от дебилов. А ей пишут в комментариях, так и живи со своим оберегом. Что ты лезешь к нормальным мужчинам, да? Что ты пытаешься там себе кого-то найти, так и живи со своим оберегом. Типа мы не одиноки, у нас, вот, мы уже семья вдвоем. Я думаю, мужчины слышали такое на своем пути. Я тоже слышал такое и на знакомствах, сайтах и так далее. А так, вот эта вот проработка, я наконец начала понимать себя, чего я хочу, там, блин, это вот типичная женская фигня. Мне вот такая вот встречалась из знакомств, которая там с психологом тоже мурыжила, из себя там, как эта психологиня говорит, из себя я что-то там доставала, наконец поняла, чего я хочу, начала понимать лучше себя. Блин, я не знаю, я как-то с детства себя, что ли, понимаю, не знаю, а у них как-то вот так вот, надо еще психолог, чтобы какой-то был человек, который... Блин, научит их понимать себя. Да, офигеть. Но женская психика – это, конечно, нечто. Слушай, ты заметил, что сейчас в обществе стало очень много неуверенных в себе мужчин? Прям эпидемия какая-то. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что вот, например, сейчас стоит женщине 3-4 раза изменить своему мужчине, все. Это начинаются какие-то скандалы, он начинает сомневаться в ней, начинает разрушать эти отношения, заканчивать их. Ну, короче, вот это. Да, это вот все от неуверенности. Все это от неуверенности. Я каждый раз, когда слышу о таких случаях, ну, мне просто становится стыдно быть мужчиной. Согласен. Вот у меня недавно у знакомого была история, его девушка просто с каким-то другом каталась всю ночь на машине. То есть просто ничего такого. Да. И вот с утра пришла домой, а он там весь взвинченный, устроил ей скандал, какую-то истерику, где ты была, где ты шлялась.
почему телефон выключен, а она просто ему, знаешь, она ему спокойно говорит: да, я каталась вот всю ночь с другом на машине. Он говорит: вторую ночь подряд. Ну, нет, говорит, предыдущую я каталась с другим. У того BMW X7, а у этого Audi Q5. И я не просто так катаюсь, я же нам на будущее для нашей семьи смотрю, вот нам деток надо будет возить, нужна хорошая машина. Она присматривается. Да, и она просто исследует разные автомобили. И вот, говорит, вот Q5 очень хорошая, то есть там можно переднее сиденье отодвинуть, и на заднем сиденье получается очень много места. Можно и лежа там, и вот можно, чтобы один человек сел, а другой сверху него, и все удобно. равно место остается. То есть очень просторный автомобиль. И очень звукоизоляция хорошая. То есть они стояли прям вот у тротуара, и там какие-то ночью люди ходили, и, говорит, она полчаса кричала, и никто не слышал, то есть все здорово, все хорошо. И она ему, знаешь, как сказала: твои вот эти все расспросы какие-то, вопросы все эти лишние, это все просто потому, что ты не уверен в себе. Да, и вот его сильно еще ранило, она сказала, говорит, я обсуждала наши отношения с моими одинокими завистливыми подругами, и они вот все как одна просто в один голос сказали, ну ты знаешь, как они говорят. Конечно. Да. Просто он не уверен в себе. И они прям еще несколько раз повторили. Он не уверен в себе. Он не уверен в себе. Ему надо стать все более. понятно, уже понятно. Ну да. Слушай, на самом деле мужчина в этой точке уже должен сказать своей женщине, что, послушай, это не я не уверен в себе, а это уже я не уверен в тебе, дорогая моя. Но в этот раз я тебя прощаю, потому что я очень тебя люблю, и если этот разговор доставил тебе дискомфорт, я прошу у тебя прощения. Если хочешь, мы можем заказать тебе что-нибудь на Вайбер. Вот это уже разговор уверенного в себе мужчины. Ну, конечно. Да. Это слова мужчины, у которого нуляток яиц. Нуляток? Ну да, знаешь, есть десяток, у этого нуляток. Нуляток. Нуляток яиц. Ну да. Конечно, прикольно они замутили на серьезных щах. Я сначала подумал, что они будут что-то такое плохое говорить. Они на полном серьезе. Так, конечно, прикольно ролик записали, да? Да, вот современная действительность, да. И кто-то же, некоторые действительно же так могут. Женщины, девушки чушь нести и типа, да ты просто не уверен в себе. Да ты просто вообще. Это все одно, что то же самое муж гулял бы с подружкой, либо там с левой бы где-нибудь женщина девушкой куролесил бы, пришел бы, она бы ему закатывает истерику, а он просто ей говорит: блин, ну а что ты истеришь? Блин, ну ты просто не уверена в себе. Ну зачем ты истеришь? Я ж просто для нас соломку подкладываю, чтобы, ну, у нас все было хорошо. Ну и вообще, в общем, короче. Чего не хватает современным парням? Ой, современным парням не хватает какой-то настойчивости. Вот вы знаете, всегда хочется любой девушке, неважно, там, ты хочешь к ней проявиться как товарищ, как друг, как приятель, как мужчина. Всегда хочется видеть рядом с собой джентльмена. И всегда нам, девушкам, хочется чувствовать себя немножечко принцессой. Мы все работаем, я тоже очень много работаю. Всегда, безусловно, я могу все сделать для себя сама. Но как же приятно, когда мужчина ухаживает за тобой, когда заботится о тебе и дает вот эту возможность, знаете, немножко какой-то беззаботности. Поэтому, мужчины, будьте рыцарями, будьте джентльменами и не останавливайтесь перед женщиной, которая вам нравится, даже если она как-то вас... Да, вот это прям делает нам нафиг. Перед женщиной, которая как-то нас, как она имеет в виду, да, там, чуть ли не нафиг посылает, ага. Типа, добейся своего. Я знаю, есть мужчины, которым вот нравится вот это вот именно чувство вот это вот завладеть тем, что недоступно. Ну, то есть, да, какая-то она, допустим, упирается, нет, там, ты мне не нравишься, иди отсюда, а он все равно прет упором, добивается ее, как они говорят. Разучились добиваться мужчины сейчас, да. Да просто нафиг не надо это сейчас, то, что упираются рогами и заоблачные требования, да и вообще, в общем, то есть адекватности не у всех, я говорю, не у всех, естественно, есть еще в целом адекватные женщины и девушки, но их такое какое-то малое количество, что просто, конечно, да. Сейчас передо мной паркуется X6, а из него выходит мужчина, такой высокий, симпатичный, и дорогу мне переходит, значит. И я в нем узнаю Санька. Когда-то, лет 25 назад, были у меня подружки Карина и Кристина. И вот мы девчатами тусовались, и к нам приезжали пацаны с другого края деревни на мотоциклах. И вот среди всей этой
пацанячей мальчуковской компании был один такой неказистый, худой, страшненький, такой темненький мальчик Саня. И вот он всегда был немножко туповатый и страшный. С ним никто дружить не хотел из девчат. И я только что в этом мужчине на X6 узнала этого Саню. Ну и, значит, проехала, он переходит дорогу, я проехала и начала по цепочке просто вспоминать вообще, а где другие пацаны. Олежка самый симпатичный там, типа мой ухажер. Он простой работяга. А еще один там пацан, тоже простой работяга, занимается шиномонтажкой. Ну, в общем, из всей этой компании толковым красавчиком на X6 оказался вот этот вот Саня, неказистый. Такие дела наши деревенские. Ну, понятно, что это не всегда так, да, что самый неказистый, самый такой гадкий утенок становится самым лучшим. Это не всегда так. Но, да, в данном случае получилось вот так, да, что самый был неприметный и для них там страшненький, а вот выбился в люди, да. Но это они думали, это понятно, что в том возрасте, в котором они были, понятно, что у них у всех было мозгов не сильно много, да. Они все были там какие-то детьми, подростками, и еще просто в прямом смысле слова еще были не полностью развиты, да. И все, а он потом подразвился, и нашел себе способ заработать на X6. Вообще не проблема. Твимби – это, конечно, испытание не для слабонервных. Пишет мне мужик уже, неделю где-то. Давай встретимся, то я не могу, то он не может. Говорит, Лена, когда мы уже с тобой увидимся? Я ему пишу, давай в воскресенье пообедаем где-нибудь. Он мне отвечает, Лен, а что есть обязательно? Нет, я с тобой гулять буду. Вот мне 43 года, я уже нагулялась вот так. Если я хочу погулять, вот у меня собака есть. Я с ней гуляю. По центру Москвы, я живу в центре. Я беру собаку и гуляю. А 50-летние мужики мне предлагают, а давай погуляем. Ребят, это в конце концов неприлично. У меня на Твимбе нормальные фотографии. Там видно, что я не страшная, не толстая, я не знаю, чего там еще бояться. Девочки, скажите мне, пожалуйста, это только вот мне так везет? Или просто их много? Вот, а я не знаю, откуда они выползают. Выползаем все из одного места, из вашего, да. К сожалению или к счастью, не знаю. А так, если бы я вот такие фотки, не знаю, увидел с такой вот собачкой, меня бы это крайне оттолкнуло. Ну, потому что, конечно, она офигевше себя ведет, что я с собачкой могу погулять. Да, иди тогда гуляй с собачкой. И вообще живи с ней до конца своих дней. Тебе уже, как говорится, сколько он сказал, 42-43, тебе не такой промежуток большой жизни остался. Ну, по меркам жизни людей, да. И, такое себе. Я не говорю, что брать надо первого попавшегося, но надо как-то адекватнее себя, что ли, вести. Если мы говорим о серьезных каких-то длительных отношениях, это нормально, выйти погулять, познакомиться. Тем более, это первое свидание. А она вот все склоняет к тому, и они ж не только она такая. Вот опять же про меркантильность, скорее всего. Как вот предыдущая там говорила, что я вот не меркантильная, а вот только молодые. Так вот она, 40-летняя, И она вот хочет сразу пойти пожрать куда-то в ресторанчик. Не просто узнать человека. Типа, я уже нагулялась, покормите меня. То есть она сказала бы уже прямым текстом у себя в анкете. Ищу того, кто меня покормит в ресторане, и собаку фотки. И я уверен, даже и в этом случае кто-нибудь нашелся бы. И на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях. И всем пока.